Всем привет, дорогие друзья, на канале Мейкер, с вами, как всегда, я, Михаил. В эти праздничные дни приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажа» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Влад Глебов. Владимир Влад Глебов. Второстепенный персонаж GTA 4 и эпизодический персонаж вызвался Демонт. Старший член семьи Фаустиных в Хоувич-Бич, Либерти-Сити. В свое время поднялся на азартных играх и рэкете. Также является владельцем бара «Товарищи». Владимир Глебов родился в 1967 году в СССР, где провел детство и юность. Он никогда не говорил о прошлой жизни, известно только, что у него есть сестра. В конце 1990-х годов Влад связался с двумя русскими преступниками – Михаилом Фаустиным и Дмитрием Расколовым, откуда и начинается его криминальная карьера. В конце 1990-х годов братва Фаустина перебираются в Соединенные Штаты Америки. Либерти-Сити, район Хоувич-Бич. Немного обустроившись на новом месте, Влад покупает бар «Товарищи», где регулярно проводит деловые встречи со своими коллегами. Постепенно он становится уважаемым членом русской мафии и принимает за ее должников. Как и предполагалось, его пребывание в США проходит не совсем гладко. В 2002 году его арестовывают за публичную обнаженность, снова в 2003 году за домогательство и еще раз в 2004 году за вымогательство. В 2005 году Влад знакомится с Романом Беликом, которому по уши погряз в долгах из-за зависимости от азартных игр. Одно время Роман занимал деньги у Влада, но не мог вернуть их вовремя. Поэтому его девушка Мэллори Бардас приняла весь удар на себя и завела интрижку с Глебовым, чтобы коллекторы ставили Роману в покое, хотя бы на какое-то время. И похоже, не зря. Влад и его люди защищали Романа от Дардана Петрла и Блейдера Морина, албанских ростовщиков, которым он тоже задолжал крупную сумму. От такого давления Влад начинал употреблять кокаин, что в конечном итоге привело к серьезной зависимости. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Влад. Задира с вспыльчивым характером, который не проявляет уважения ни к кому, с кем сталкивается, но при этом требует чрезмерного уважения в ответ. Будучи сборщиком долгов, он инстинктивно угрожает насилием тем, кто ему не заплатил. Хотя ему хватает самообладания, чтобы не убивать своих должников, он также довольно самовлюбленный, так как называет Нику и Романа рабами и деревенщинами, а себя хорошеньким, несмотря на то, что он такой же толстый, как Роман, и явно не привлекательный. Тем не менее, он обладает определенной долей обаяния, которое используется, чтобы произвести впечатление на Мэллори Бардас и соблазнить ее, хотя, возможно, это было связано с ее желанием защитить Романа от дальнейших физических повреждений, а не симпатии к Владу. Прежде всего, Влад очень высокомерен и обладает завышенным чувством собственного достоинства, поскольку Фаустин не мстит за его смерть, говоря, что он держал Влада рядом только для того, чтобы заниматься сексом с сестрой Влада. Влад является сокращением имени Владислав, а именно Владимир, где сокращенные Вова и Володя. Непонятно, чем вызвана такая необходимость, но, возможно, Влад звучит более понятно, чем Вова. В западных странах либо разработчики решили от Владимира оставить просто имя Влад. Его анекдот «Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка» стал интернет-мемом. Вне касцены Влад появляется только в миссии «Дядя Влад». У Владимира есть сестра, у которой известно лишь то, что она была в интимных отношениях с Михаилом Фаустиным.
На игровых артах видно, что Владимир носит рубашку, а также имеет татуировку на левом руке. В игре же Влад носит только пинжак с водолазкой. В первой сцене фильм «Чистый побег» Влад кричит таксисту: «Я здесь пешком». Это отсылка к фильму «Полуночи ковбой». Эта сцена была показана в трейлере, в котором также было видно, что в бета-версии GTA 4 такси было черным, а не желтым. В одном из его реплик есть отсылка к другой игре Rockstar. Он сказал Нику: «Бах-бах-бах, ты мертв». Это отсылка к Владимиру Лему из серии Max Payne, который часто так говорил. В конкурирующей игре Saints Row 2 есть, возможно, отсылка к Владу. В рекламном ролике мужчина по имени Влад с восточноевропейским акцентом Джейсон Замувелет, тот же актер озвучил, что и Роман не намекает, чего он торговец с людьми, и заявляет, что готов убить семью ради слушателя, если он не купит лодку компании, от которой идет реклама. Владимир Глебов – однофамилец младшего сына Льва Каменева, революционера, большевика и видимого советского политика. Владимир Глебов – имя младшего сына Льва, единственного прямого родственника, выжившего после казни Льва, поскольку остальные члены его семьи тоже были казнены. Помимо заметного русского акцента, Влад обычно говорит на плохом с грамматической точки зрения английском. Яркий пример его сообщений на автоответчике. Здравствуйте, это автоответчик Владимира. Оставьте сообщение после звукового сигнала. После событий в уикенд у Флориана Мэлори звонит Нику, чтобы поблагодарить и рассказать, что она все знает. Роман признался ей, что в одиночку убил Влада, а Ника помог ему избавиться от трупа. Он подтверждает, что все так и было. Называет Романом настоящим романтиком. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Прямо сейчас на Boosty активны зимние скидки. Вы сможете увидеть фейлы, моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛС ВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Влад Глебов из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который видите прямо на вашем экране. Лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил, с канала Пейкмейкер. Всем пока. You want me to